Здравствуйте, друзья! Фигурист Владимир Самойлов, сменивший спортивное гражданство с российского на польское, рассказал о времени, проведенном в «Ангелах Плющенко», тренировочном процессе и причинах, которые пробудили спортсмена покинуть академию. Владимир рассказал, что до прихода в академию «Ангела Плющенко» занимался в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе. Там у него начались серьезные проблемы со спиной, заставляющие спортсмена пропускать половину тренировок. Этери Георгиевна поставила перед Владимиром выбор: либо он ходит и занимается, либо сидит дома, лечит спину и не приходит. Фигурист выбрал продолжать тренировки и на одной из них неудачно упал при приземлении с акселя. Отдало в ногу настолько, что Самойлов перестал ее чувствовать. После этого случая фигурист принял решение уйти из «Хрустального» и закончить профессиональную карьеру. 3 месяца фигурист восстанавливался, лечил спину, затем постепенно начал ходить на каток, на 3-м занятии восстановил двойные прыжки. После одной из тренировок Владимиру позвонила мама и сказала, что через 3 часа будет просмотр у Евгения Плющенко. Приехав лишь с двойными прыжками, фигурист объяснил всю ситуацию со спиной. Так как Евгений видел Самойлова на соревнованиях ранее, то решил взять спортсмена к себе. Восстановление происходило очень быстро. Буквально через месяц Владимир выступил на соревнованиях. Почему ушел от Плющенко? Он очень редко появлялся на катке, у него были шоу, рассказал Самойлов в интервью «Спорт-24». Поэтому тренировали Владимира Алексей Василевский и его жена Юлия Лавренчук. Евгений Викторович выгнал Юлию Лавренчук, а я тренировался с ними, рассказал Самойлов в интервью «Спорт-24». Конечно, вслед за женой ушел и Алексей Василевский. В итоге Самойлов остался один, поэтому Владимир решил последовать за своими тренерами и покинул академию. Есть люди, про которых говорят, и как они все успевают, но если копнуть поглубже, становится понятно – никак. Хочется успеть везде, надо и тренировать, и шоу готовить, и со спонсорами договариваться, и снимать видео для Инстаграма, и кучу всего другого делать, но в сутках всего 24 часа. И если на топовых спортсменов еще хватает времени, то на второй эшелон далеко не всегда, а они такие же люди, также всю жизнь посвятили фигурному катанию и хотят добиться чего-то в любом виде спорта. Не исключаем ситуации, что Евгений разошелся во взглядах с Юлией Лавренчук, и он, как работодатель, имел полное право ее уволить. Но в такие моменты надо не забывать про спортсменов, ведь по сути именно для них построена академия, работают тренеры и весь обслуживающий персонал. Если ты сам не появляешься на тренировках, а увольняешь тренеров-фигуриста, вполне очевидно, что сам он уйдет вслед за ними. Либо Самойлов не особо интересовал Плющенко как спортсмен, либо за всей своей кучей дел Евгений попросту что-то упустил как тренер. И если он действительно хочет добиться чего-то на тренерском поприще, необходимо сделать выбор и посвятить всего себя этому делу, иначе Трусовых, Косторных, Самойловых, Константиновых будет становиться только больше.